Здравствуйте, представители знака зодиака Овен. Июнь 2024 года. События на пороге. 3 главных события июня месяца. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, любой прогноз не расскажет о том, что вы чувствуете сейчас или переживаете в данный момент, о перипетиях в личной жизни каждого из вас. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и, глядя на карты, вы сможете просчитать свою ситуацию. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Чуть позже я опубликую планетарный гороскоп на своем сайте и предлагаю следить вам за публикациями во вкладке «Сообщество» на моем канале, где я оставлю ссылку на эту статью с гороскопом, и вы сможете сверить ваши намерения и планы с подсказками как и карт, так и со звездным расписанием. Но мы с вами идем вперед, и у нас сегодня 2 колоды. Таро патронажа ангелов или опеки ангелов и золоченое королевское таро. Я решила использовать 2 колоды. И первый наш вопрос, первая карта. Что нового придет на ваш порог в июне месяце? Что спешит в вашу жизнь, мои дорогие овны? Это будет первая карта. И вторая карта, а что уйдет? Это не обязательно, что что-то уйдет конкретно, или кто-то, может быть, уйдет. Хотя я допускаю и такое, но, может быть, для кого-то это тот вопрос, который вы успеете решить за короткий период времени, буквально за июнь месяц. То, что приходит, вы решаете и закрываете какой-то вопрос. И мы сказали 3 главных события. То, что будет для вас актуально с первых недель месяца. А позже мы как раз раскроем на второй колоде карт. Итак, что же в вашу жизнь придет? Смотрите, как здорово. Нулевой аркан. Это, знаете, как поддержка действительно ангелов, патронаж ангелов. Считайте это как возможности, это вам по судьбе. Это карта нашей инициативы, безусловно. Это карта начинаний. Так выглядит нулевой аркан. Шут, но у нас здесь изображен ребенок. Чистота помыслов, безусловно, мои дорогие. И то, что вы хотите что-то осуществить. По этой карте мы верим, мы доверяем самим себе. Мы доверяем как и судьбе, так и высшим силам, провидению. Мы верим в то, что мы осуществим какой-то проект. И помимо всех вот этих положительных моментов, что нового придет, тут действительно как новый жизненный этап у вас начинается. И это поддержка. Сама по себе поддержка высших сил идет по этой карте. Вот такой удивительный аркан, старший, так вот он изображен в этой колоде карт. Тут буквально ангел склонился над ребенком. Вот и над вами, мои дорогие овны, есть высшие силы, которые способствуют тому, чтобы вы жили хорошо, тому, чтобы вы осуществили какой-то свой план. И если помыслы ваши чисты, а вера ваша крепка в то, что вы сможете осуществить какой-то проект, или то, что вы сможете осуществить задуманное, и тогда высшие силы вам будут помогать в течение всего июня месяца. И правда, для вас июнь месяц должен быть всячески положительный, не только июнь, и на последующий период тоже. Для вас, наверное, с окончанием мая 27 числа у нас переходит планета Юпитер в знак зодиака Близнецы. И вот эта энергетика, во-первых, себя чувствует достаточно комфортно. Юпитер в знаке, точнее, в созвездии Близнецов. И для вашего знака зодиака это сама по себе возможность, как реализовать какой-то свой проект, намерения, планы, цели, но, может быть, с какими-то другими энергиями. Или для вас рассмотреть те вопросы, которые прежде ускользали от вашего внимания. Или использовать совершенно другие методы, нежели прежде. Нулевой аркан. Здесь все как, по-другому, не так, как раньше. Не с каким-то шаблоном или стереотипом, хотя у кого-то может и проиграться. Все же меня люди смотрят из разных стран. Когда вы чувствуете конкретно, начинается мой новый жизненный этап. И это здорово. Что же уйдет? Это у нас король кубков. И вообще по этой карте я не могу сказать, что уйдет. По этой карте идут
те люди, которые надежные, которые готовы брать за себя ответственность. Может быть, часто по этой карте проходят наши близкие. У кого-то вопросы по части личной жизни. Что-то вы будете решать. И это не обязательно, конечно, связано с конкретным человеком карта, хотя у кого-то, предположим, если ваша прежняя история любви была или отношения не совсем со знаком плюс, или де-факто вы уже не проживаете вместе, вас уже ничто не связывает. У кого-то могут состояться важные разговоры, и вы можете подвести итог как раз для того, чтобы начать новый жизненный этап. У кого-то может проиграться и так. Но это вы можете еще по части личной жизни какие-то согласования провести очень важные. Сама по себе карта всячески положительная и добрая. И я так думаю, может быть, мои дорогие овны, что уйдет, я могу предположить. Для кого-то из вас это вы пересмотрите свою стратегию, тактику и можете отказаться кого-то поддерживать, например. И если вы прежде в кого-то вкладывались, вы здесь тоже можете пересмотреть свои статьи доходов, расходов. И, может быть, и кому-то скажете нет. По этой карте вы можете отправиться куда-то очень далеко. Или начнете строить подобные планы. Для кого-то из вас смена партнера тоже может быть. Или по этой карте, когда вы, может быть, расстанетесь с какими-то своими, если не пусть иллюзиями, не назовем это буквально так, а когда вы, если какой-то вопрос воспринимали прежде очень остро, то здесь, скорее всего, вы перестанете пропускать, словно через свое сердце, через себя. Тут могут быть изменения и в вашей личной жизни, вообще, в принципе, как какие-то известия, которые заставляют вас организовать свою жизнь по-новому. И это может быть как ваша семейная, личная жизнь тоже в каком-то новом этапе. Не так, как прежде. Давайте мы спросим, каковы же 3 главных события. Первое событие. Правда, тут возможность заработать деньги. По сути дела, это карта наших желаний, нашей мечты и нашей свободы, нашего счастья, нашего благосостояния, нашего благополучия. Когда сбываются все мечты, мне нечего добавить. Главное событие это выпадает первым. Может быть, потому что какая-то история для вас завершится, которая была со знаком плюс, или вы сами что-то оставите позади. И перестанете по этому поводу, кстати, переживать. Давайте мы немножко поясним. 9 кубков или 9 воды в этой карте. Вообще я называю эту карту, пусть не в этой колоде, но я ее называю картой эгоиста. Мы больше концентрируемся на себе, на наших амбициозных планах, на том, что мы хотим для себя лично осуществить. И кто-то будет из вас именно на себе и концентрироваться. И, может быть, личную жизнь отодвинет на потом. Такое тоже для кого-то может проиграться. Чем дело кончится? Давайте узнавать будем. Паж кубков. Вы тут остаетесь довольны. Кто-то пойдет изучать новые науки, новые направления вашей деятельности. Кто-то просто будет изучать языки. Кто-то может действительно познакомиться с новым человеком, у кого-то новое знакомство. Причем с человеком, который моложе вас. Или вы будете успешно решать вопросы ваших детей. Но все же, Паш, это всегда мы учимся. Помимо детей, есть такое направление, когда вам самим, с учетом нулевого аркана, нужно выстроить какую-то новую траекторию. И вы, скорее всего, можете прийти к выводу, что да, допустим, я не знаю так хорошо, как должно законы, как они работают. Или новое направление в деятельности, или какие-то поменялись законы, постулаты, положения, и мне тоже нужно буквально изучить это. Или вас что-то заинтересует. И более того, вдохновение достаточно сильное, чем дело кончится. Тут не кончится, тут что-то начинается, я бы сказала так. Давайте мы спросим, чем сердце успокоится. Выпадает король пентаклей, может быть, на смену каким-то эмоциям, мои дорогие, что уходит. Уходят эмоции. Все же король кубков это у нас, больше про эмоции нам говорят, или про какую-то личную нашу историю, а приходит на смену, чем сердце успокаивается, король кубков. Больше определенности в вашей личной жизни. Король кубков тоже, кстати, очень часто рассказывает о наших партнерах.
Пусть выпал король. Если меня смотрят девочки, женщины, и вы в браке, то тогда это может быть ваш супруг конкретно. Или ваш партнер. Пусть отношения не оформлены, но вы вместе проживаете. Значит, я могу предположить, у кого-то может быть общее дело, семейный бизнес. Или это будет то направление, когда вас поддержит ваш близкий человек. Или ему это тоже будет интересно, и он где-то включится в тот же вопрос, который интересен вам. Но это сама по себе карта, как ни странно, это король Земли или король Пентаклей. Он у нас консерватор великий. И, может быть, это для вас произойдет смена энергии. Если мы говорим, что уйдет, какие-то эмоции уходят, а приходит, пусть консерватизм, но зато это конкретика, это надежность. Это когда мы уверены в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Король Пентаклей сделал себя сам. Он не надеялся на счастливый случай. Он именно больше просчитывал. А просчитывать его научила судьба, потому что он много раз испытывал какие-то сложности или ему приходилось в одиночку решать какие-то вопросы. Он не склонен рисковать собой от начала до конца. И вот чем дело кончится, вы будете просчитывать, может быть, составлять планы, примерять на себя, примерять на ту реальность или обстоятельства, в которых вы находитесь по этой карте. Деньги в рост или деньги у нас есть. Это более надежные отношения, и для кого-то из вас больше порядка организации, как и в вашей личной жизни, так и в вашем бизнесе или в ваших решениях по части финансовых дел или дел денежных, согласований с банком, получения кредитов или для кого-то наоборот рассчитаться с кредитом. Но это все то, что вы контролируете, и никакого риска. Давайте тогда спросим совет, хотя тут в принципе уже как и совет. Но все же совет у нас присутствует, 7 жезлов. Не включайтесь в те дела, вопросы, которые интересны людям, а не вам. По 7 жезлов это карта соревнования, и по ней первое, что говорят: отступи полшага назад и наблюдай. Не действуй по импульсу, потому что вокруг вас будет много людей. И, видимо, разобраться, чему или кому отдать приоритет. А может быть и ничему, и никому, а только своим планам и вам самим, мои дорогие овны. Все же у вас карта эгоиста, как я сказала. Пусть в колоде ангелов это звучит совершенно по-другому, но все же тоже это ваши мечты, это ваши желания, и это ваше счастье, феличита. На кону что-то очень важное. И не дать разрушить свое счастье, свои намерения, цели или как-то помешать осуществлению ваших планов. Намерения тут конкретно чистые, помыслы тоже. И, видимо, как задача по карте совет не включиться в решение тех вопросов, которые, по сути-то, больше нужны кому-то. Второе главное событие. Еще один король выпадает, и если вместе мы суммируем, уже 3. И я могу сказать, правда, какие-то согласования вам придется делать в высоких инстанциях. Или вы можете получить уведомления, письма какие-то. Это у нас король жезлов, это карта харизматичного лидера. Это наши желания, когда мы практически готовы к осуществлению наших намерений. Но сама по себе эта карта не предполагает каких-то действий. Скорее тут амбиции ваши или ваши намерения, что вы хотите осуществить. Давайте мы, конечно, карта говорит о том, что вы уверены в себе. Но если мы переложим вот на, когда я сказала 3 короля, на этот случай, и если вы получаете какие-то документы или вам приходится что-то согласовывать с банками, с людьми, которые, может быть, наделены властью, или вы можете оказаться, мои дорогие овны, у кого-то это по работе, когда вы меняете круг общения. Когда вас окружают совершенно не те люди, как было это раньше, которые теперь по статусу, может быть, на ступень выше вас. И для вас это новые возможности открывает. Давайте мы посмотрим, чем дело кончится. Вообще это ваши, как я сказала, задумки и планы. Но чем дело кончится, правда, что-то вы завершите. Вам удастся осуществить конкретно какой-то план. Король жезлов или король... Здесь идет огня. Я, как говорила, намерения и планы. 10 – это у нас всегда итог завершения. И мы как раз спрашиваем. Карта нам говорит, что будет много усталости,
но завершение, итог вы какой-то подведете. Другой разговор по этой карте нам тоже говорят: не включись в те вопросы, которые лично тебе не нужны. И, видимо, мои дорогие овны, чем бы вы ни занимались, две карты нам говорят о том, что будет, видимо, или у кого-то соблазн на ваши плечи переложить свои обязанности или попросить вас, точнее, поучаствовать в каком-то деле. И на протяжении июня месяца могут быть такие энергии, когда, может быть, вас, как знаете, на какую-то эмоцию могут вывести или вас могут зацепить каким-то интересом. Но, по сути, кроме интереса и эмоций ничего не стоит. Вся конкретика, она как на ладони на повестке тех задач, которые вы себе поставили. Да, придется быть дипломатом, это точно, потому что вам, с одной стороны, взаимодействовать нужно с людьми, с другой стороны, не потерять самого себя. Вот это будет тоже очень важно, но и не создать конфронтации. Отдыхайте. Всегда эта карта говорит: перед тем, как взяться за что-то, подумай, а нужно ли тебе это. И вот эту вязанку из этих жезлов желательно бы сбросить. Уставшие люди делают ошибки. Чем дело кончится? Если вы видите, что вы уже просто устали, позвольте себе отдых, можно и так сказать, но дело определенно какое-то закончится. Чем сердце успокоится, ваша карта королева жезлов. И отчасти энергетика этой карты достаточно сильная позиция, это раз, а второе, умеет хранить молчание, умеет хранить секреты наша королева жезлов. Потому что, опять же, жизнь научила. У вас две карты, пусть это карты двора, у кого-то это какая-то перипетия, может быть, в семейном плане, или по части недвижимости, или каких-то важных решений в вашей семье, в вашей паре, возможно, с вашими родственниками, но для кого-то это проиграется именно через деньги. Так вот, королева жезлов, она удачлива именно в решениях и денежных вопросов. Но она умеет еще и работать с информацией. Она не включится в тот вопрос, который для нее не перспективен. И, видимо, вы в течение июня месяца будете разделять зерна от плевел. Нужно мне этим заниматься или нет? Вы многократно себе зададите вопрос, потому что будут люди, которые будут пытаться, как минимум, вас свести с пути истинного. По королеве жезлов мы никому ничего не объясняем. Здесь больше улыбаемся, вот буквально улыбайтесь, мои дорогие овны, чтобы в этой улыбке никто не мог считать ваши намерения. Где-то, может быть, и придется вам одевать маски, чтобы вам не вручили какие-то торжественные пакеты с тем, что овен должен выполнить. Есть риск тому, что вы можете переключиться на что-то другое или из-за импульса, или вас кто-то уговорил. А для вас это будет потеря времени. Давайте мы спросим. Совет. Праздник. Ну, я так думаю, вы все вопросы закроете, решите, и правда, праздник будет. И какое-то ваше намерение, или как дела идут в гору, или если я хочу построить карьеру, или я хочу куда-то переехать, или я хочу заняться бизнесом, и мне нужно заручиться какими-то начальными, как минимум, знаниями, или просчитать, составить этот тезис-план, все-таки королева жезлов выпадает, или для кого-то это ваш амбициозный план. Ну, чего бы тут, наверное, не касалось. Карта нам говорит: ты верь просто, праздник у тебя будет. Может быть, и не так все гладко идет, и усталость-то тоже есть, но это все решаемо. Ну и правда, вот такая перезагрузка. И должна добавить от себя, что раз вам выпадает нулевой аркан, и мы говорим, это всегда инициатива, начало чего-то нового, свои намерения, цели, это как звезда путеводная для вас. Не теряйте ни при каких обстоятельствах жизни. Что же за третье главное событие? Фантастика, мои дорогие овны. Вот редко такое бывает. Вы посмотрите, вам выпадает нулевой аркан. Это первый аркан. И 21-й аркан, карта мир. Это завершение. Вы какой-то очень важный вопрос при правильном распределении собственных сил, усилий, времени, энергии. Энергию эмоций тут вообще ни разу
не про какие-то сторонние вопросы. Если вы посвятитесь себе и поставите перед собой задачи, составите тезис-план, будете готовы его корректировать в мелочах, чтобы что-то важное у вас осуществилось, у вас обязательно получится. Ведь у вас две карты, по сути, когда нам говорят о том, что мечты ваши сбываются. Это карта реализации как раз наших намерений, целей. Это когда у нас все получается, когда мы счастливы, когда у нас тоже праздник, и нет ничего невозможного. Но это старший аркан и итоговая карта, важное событие. Какой-то вы вопрос с точкой для себя решите. Это точно. Для кого-то это будет переезд. У кого-то смена профессии, смена должности. Или вы окончательно решите, что я теперь переключусь на что-то другое и будете искать информацию, каким образом, например, поменять работу или поменять, может быть, вот вашу профессию или вас как специалиста переложить, но в какую-то другую область, отрасль. Так ведь тоже бывает. Очень много смежных каких-то отраслей. И вы можете найти для себя наиболее подходящее место с хорошим заработком. Такое тоже может быть. Тут любой альтернативный вариант в течение июня месяца у вас может проиграться. Для кого-то это очень быстро проиграется. Ведь мы все-таки задавали вопросы на события на пороге. И у кого-то из вас очень быстро эти события будут происходить. Дважды, я бы сказала, быстро, потому что нулевой аркан, и тут же уже, как мы результат получаем. Итак, хорошо, чем дело кончится, хотя вот конкретно последний аркан. И посмотрите, как удивительно, вам снова выпадает девятка, еще одна. Да, любая девятка нам о чем говорит? Это по нумерологии преддверие перемен. Это вы стоите на пороге перемен и еще в дальнейшем. И значит, какой-то вопрос овны закрывают, причем остаетесь вы довольны. Или тема какая-то для вас решается окончательно. Да, будет усталость, не без этого, но оно того стоит. По девятке пентаклей это карта самодостаточности. Получение денег, получение должности, все то, что я говорила. Тут карта позитива. Я не могу, кстати, по этой карте сказать, что она о любви или там про взаимодействие с близкими. Нет, тут конкретно вопросы денег, работы и ваших планов. И вверху у нас старший аркан мир, и это мир в вашей душе, гармония вашей, баланс в душе, когда вы сами себя за что-то благодарите. И с такой конфигурацией карт можно собой гордиться. Ваши приложенные усилия по этим картам не пропадают даром. Чем сердце успокоится? Удивительный расклад. Вот посмотрите. Начался с нулевого аркана, 21-й. И мы сказали итог. Тут нам уже про итог тоже говорили. Дальше итог своего рода по девятке пентаклей. И мы только что с вами обсудили то, что это не заканчивается. Вернее, какой-то этап жизненный. Вы что-то начинаете и завершаете. Или подводите какую-то сферу вашей жизни. Или какое-то, как вопрос, вы его подводите к финалу, и это для вас открывает новые возможности. Помимо всего прочего, для вас еще и денежный вопрос решается. И следом за этим ничего у вас тут не завершается. Чем сердце успокоится, тут же переступаете к чему-то новому. Снова выпадает нулевой аркан. И в этой колоде карт, посмотрите, какой у нас шут. Он жонглирует всем зодиаком. По этой карте есть такое значение, пусть не в этой колоде, но мне оно очень нравится – хаос перед началом творения. Так это вот в колоде Таро иллюминатов звучит. А у Эйнштейна есть такие слова. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот вам придется как-то по-новому организовывать свою жизнь. Для кого-то это будет связано с переездом, у кого-то со сменой работы, у кого-то со сменой, может быть, с переменами в личной жизни. И вам придется обустраивать себя самого, организовывать в каком-то другом ракурсе или ключе. Или, может быть, следом идут какие-то новости, обстоятельства вашей жизни. У вас много старших арканов, причем таких, как начало, так и итог. И перед вами опять что-то новое открывается. Это вы как на другую ступень выходите, может быть, и как по лестнице иерархии у кого-то через должность. А может быть, это смена вашего статуса. Или это какие-то новые возможности. Или, повторюсь, переезд. Но всегда мы организовываем по-новому. И должны быть готовы неожиданностям. И надеемся это мы
тоже сами на себя. Мы вообще восхитительно. Скучать вам будет некогда, мои дорогие. Карта совет. У вас сильная позиция. Вот не прошляпьте, мои дорогие овны. Ну, хотя прошляпить не про вас. Тут у вас самая, наверное, главная задача свою энергию направить в нужное русло. Не переключить ее. Вы люди достаточно сильные, и многие знают, что да, овну многое по плечу. И вы, если поставите перед собой задачу, вы ее достигаете. Или так, или каким-то другим путем, но вы достигаете. И кто-то будет пытаться на вас, это как минимум один раз, пытаться на вас переложить какие-то свои задачи. У вас выпадает карта сила. По этой карте, как я уже говорила, мы не должны устроить какую-то конфронтацию. И мы должны быть великими дипломатами. Посмотрите, прекрасная рыжеволосая дева держит на короткой цепочке льва. Лев – это прообраз нашего эго. Это наши эмоции, которые рвутся наружу. Но нам их придется держать, вам, мои дорогие овны. Держать их на коротком поводке, елки-палки. Я знаю, что это сложно, поэтому я всегда сама, глядя на эту карту, так улыбаюсь. Потому что часто, когда нас захватывают эмоции, мы меньше всего думаем о каких-то манипуляциях. И тем не менее, карта великого манипулятора. Смена вашей энергетики, она вам совершенно необходима. Потому что на кону ваше счастье, ваша свобода, ваши намерения, ваши цели и полная реализация. И это только начало. Это на пороге, мои дорогие овны. А продолжение следует. И продолжение для вас будет до конца 2024 года. И даже дальше, на всю эпоху Водолея. Но это предполагает, когда вы не действуете по прежнему шаблону. И вот об этом тоже нам говорит 8-й старший аркан. Когда силу мы свою используем на благо самому себе. И когда вот эта настойчивость, она, именно упрямство какое-то было прежде, а оно как будто переходит в настойчивость. И когда, может быть, и захватывали нас отрицательные эмоции, а теперь мы не хотим себе навредить и становимся дипломатами. И тогда для вас, мои дорогие овны, нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.